Потом будут говорить. Таль взял Салли измором, устроил ей вечный шах. А он с самого начала был уверен в своей победе. Как шахматист он был доволен дебютом. Если бы она сразу сдалась, он был бы разочарован. Сопротивление умножало желание. Он приходил, встречал Салли, ждал, когда она закончит спектакль. Но он видел уже все спектакли с ее участием, и нужно было подождать. И он на проходной играл в шахматы с пожарником. Причем пожарник к этому относился совершенно нормально и даже говорил, ну, когда-нибудь я у него выиграю. Не очень ясно понимая, с кем, собственно, он имеет дело. Иде Григорьевне выбор сына был не по душе. Однажды она пришла в театр и попросила Хомского отговорить Мишу жениться на Салли. О ней по городу ходили разные слухи. И она была против брака. Она сказала, что я знаю, как Миша к вам относится, и поэтому вы должны его отговорить. Она ссылалась на какие-то слухи, и вот вы должны Мише рассказать. Я сказала, я этого не могу сделать. У меня нет никаких для этого оснований. Она очень расстроилась от того, что я не смог, как сказать, ей в этом смысле помочь. И потом я сказал, что, понимаете, если люди любят друг друга, то вряд ли мы даже с вами их отговорим, даже если мы очень этого захотим. Вряд ли в тот момент нашелся бы хоть один человек в мире, который уговорил бы Таля разлюбить Салли. Он считал, что партия у него в кармане. После спектакля Таль сажал свою желанную в машину, смотрел в ее рыжие глаза и предвкушал окончательную победу. Однако Салли не собиралась сдаваться. Самоуверенность Таля и его натиск очень раздражали ее. Почти с первых дней знакомства он повел себя как хозяин и требовал, чтобы Салли подчинялась его прихотям. Она? Королева? Никогда. Однажды он не захотел отпустить ее на репетицию в театр. Салли ответила, что личная свобода ей дороже его прихотей. И тогда Таль влепил ей пощечину. Салли ушла, а у Миши на нервной почве опять отказали ноги. Скандал был опять по поводу того, что этот посмотрел на меня, или я пошла, или я не вовремя пришла, или я задержалась после спектакля, или все. Я сказала, знаешь что, Миш, надоело мне все это. Я не могу, понимаешь, так жить, не могу. Это не мой дом. Я себя чувствую спокойнее в своей малюсенькой комнатке, да? И я себя чувствую счастливо, когда я выхожу на сцену. Я не хочу, я не буду больше сюда приходить. И не надо меня, мы с тобой не подходим друг к другу, понимаешь? Мы с тобой абсолютно живем в двух разных мирах. Салли была уверена, что их отношения закончились. Но тут вдруг позвонила Ида Григорьевна и попросила Салли навестить больного Мишу. И дело тут было вовсе не в том, что Ида Григорьевна смирилась с выбором сына. Просто под угрозой срыва оказалась поездка на Олимпиаду в Швейцарию и на турнир претендентов на мировую шахматную корону в Югославию. Салли ответил тогда, что ее не интересует карьера национальной гордости Латвии, и что Таль проиграл главную партию в своей жизни. Их личный турнир завершен. Салли ошибалась. Матч-реванш был впереди. А Таль все-таки нашел в себе силы подняться и поехать в Цюрих. Страсть к игре вновь победила болезнь. Он с блеском выиграл Олимпиаду. Впереди был матч претендентов на мировую корону и матч-реванш с Салли. Таль не сомневался, что победит в этих двух важных для него марафонах. Матч претендентов проходил в Югославии в сентябре 1959 года. Это была последняя ступенька к мировому шахматному Олимпу. Никто из шахматных гигантов, ни Керес, ни Спасский, ни Петросян, ни Смыслов, не видели в Тале серьезного соперника. В партии со Смысловым Таль подаваться из зрительного зала эффектно пожертвовал ферзя. Комментаторы тут же назвали это некорректной жертвой. На 26-м ходу Смыслов был вынужден признать поражение. И у Фишера, такого же наглого и гениального, Таль выиграл несколько раз, сказав при этом «Бобби ку-ку». Что это за куку, Фишер не понял и очень обиделся на Таля. Даже заплакал.
Он просто хотел его посмешить. А ему было не смешно, он плакал. Потому что он проигрывал. Понимаете? Но первый, кто сказал о нем, что это гений, это был Миша. В какой-то момент по Белграду разнесся слух. Таль гипнотизер, путает мысли. Рассчитываешь ты атаку, а тебе вдруг бабы начинают мерещиться голые. Какая игра, когда в голове бабы? На поединок с Талем Бенка надел черные очки и играл партию в потемках. Правда, ему это не помогло. Таль закончил партию вечным шахом и стал победителем турнира претендентов в 23 года. Из Югославии на родину возвратился Михаил Таль, советский шахматист, победитель турнира претендентов на право встречи с чемпионом мира Ботвинниковым. От имени своих товарищей Михаил Таль сказал: мы очень довольны тем, что гроссмейстеры Пауль Керес... Он одержал одну победу и готовился ко второй. Но первый ход в этой партии Салли сделала сама. Знаете, как у детей это бывает, наспор. Наш актер Рома Векслер говорит, ну вот, ты кинула Таля, а он в Швейцарии первое место занял. Я говорю, ну и что? Он всегда занимает первое место. Он гениальный шахматист. Я говорю, что ты хочешь этим сказать? Он говорит, а что он, даже если ты сейчас захочешь, он никогда к тебе не вернется. Я говорю, а хочешь наспор? Он говорит, то есть? Я говорю, вот мы сейчас с тобой поспорим. Я говорю, на что хочешь? Вот я сегодня позвоню, да? А завтра или послезавтра он будет в Вильнюсе. Салли знала, что Таль примчится к ней, как собачонка, куда угодно, хоть на край света. Она позвонила, Таль примчался. Правда, край света оказался недалеко, всего лишь в Вильнюсе, где Салли была на гастролях. Но, зная характер Таля, можно предполагать, что он помчался бы к Салли куда угодно, хоть к черту на куличке. В Вильнюсе друзья впервые назвали Салли и Таля женихом и невестой. И уже через несколько месяцев Таль обыграл Салли. Матч-реванш завершился в ЗАГСе. Авантюрист, игрок, великий комбинатор, он женился на ней обманом. Начиналось все вполне безобидно. Он затащил ее в ЗАГС на минуту, подать заявление. Набрал что-то про полгода на размышление, про то, что она всегда может передумать. Она, правда, заподозрила неладное еще на входе. Знакомый из журнала «Советский Союз» корреспондент Гриша, сияющий директор, цветы, марш Мендельсона, ковровая дорожка к столу. Но отступать было уже поздно. Я расписалась, я сидела, что-то улыбалась. Этот Гриша подает мне эти 3 хризантемы. Я говорю, зачем мне нужны белые хризантемы? Их же только на похороны кладут. Этот директор говорит, латыш, правильно. Это значит, что Миша похоронил вас для всех остальных мужчин, и вы теперь его собственность. Все свершилось молниеносно, как в любимом шахматном блице. Салли вошла в ЗАГС с сомневающейся невестой, а вышла оттуда уже женой. Прощай, свобода. Даже фамилию свою, Ландау, и ту отстоять не смогла. Гриша снимал шаг за шагом, без передышки. Она спросила у Таля, теперь о нашем браке будет знать весь Советский Союз? Нет, успокоил ее Таль, только его читатели. Почти сразу после свадьбы он стал звать Салли Саськой. Сказал, у Рембрандта была Саския, а у меня будет Саська. И еще Талю очень хотелось научить свою обожаемую Саську играть в шахматы. Ночью, это было всегда ночью, он будил меня в 3, в 4 утра и говорил, так, Саська, хочешь играть в шахматы? Ну, хорошо играть. Я говорю, да, очень хочу. Хотя я вовсе не хотела. И мне это было вовсе не интересно. Я говорю правду. Он говорил, ну, тогда сейчас в уме говори. Конь на поле G7, на какие поля может ходить? Я говорю, Миша, я спать хочу, ты сошел с ума. Он говорит, нет, говори. И я лежала и в уме считала, это поле, это сюда, конь туда, этой буквой Г, это было что-то невероятное. Бог с тобой. Из всех моих фигур ты самая ценная и универсальная. Когда мой ферзь таким изящным красавцем доминирует по всей доске, и все остальные фигуры восхищаются и пугливо на него посматривают, я говорю сам себе, это не ферзь, это моя королева Саська.
После фейерверка побед в Югославии Таль завоевал право оспорить мировую корону у Михаила Ботвинника, самого Ботвинника, патриарха. Говорит, и я лежала и в уме считала, это поле, это сюда, конь туда, этой буквой Г, это было что-то невероятное. Бог с тобой. Из всех моих фигур ты самая ценная и универсальная. Когда мой ферзь таким изящным красавцем доминирует по всей доске, и все остальные фигуры восхищаются и пугливо на него посматривают, я говорю сам себе, это не ферзь. Это моя королева Саська. После фейерверка побед в Югославии Таль завоевал право оспорить мировую корону у Михаила Ботвинника, самого Ботвинника, патриарха советских шахмат. Матч на звание чемпиона мира проходил в марте 60-го года в Москве в театре имени Пушкина. Михаил Ботвинник, как никто другой, пожалуй, был олицетворением настоящего советского гроссмейстера. Суровый, волевой, твердо идущий к цели. Таль же был полной его противоположностью. Шут, гений с сумасшедшенькой в глазах. Таль никогда не играл и не жил по правилам. Таля, он за доской не справлялся вот с проблемами, которые Таль ухитрялся постоянно ставить. Вот этот искус постоянное, как бы давление вот, психологическое, связано с тем, что Таль ничего не боялся, и как бы вот фигуры шли вперед все время, как бы наэлектризованный. Патриарх шахмат не был готов к такому повороту. Этот наглый юнец творил на доске, что хотел. Глаза его горели демоническим огнем. В партере ликовали болельщики, и патриарх дрогнул. Победа оказалась более чем убедительна. 12,5 на 8,5 очков. Таль стал чемпионом мира, причем самым молодым. Ему было 23 года. Он не мог выйти из зрительного зала и вынужден был бежать через черный ход. После матча толпа восторженных болельщиков буквально затопила всю площадь перед театром. Близкие всерьез опасались за его жизнь. Рига, значит, встречала, скажу вам прямо, своего латыша. Своего знаменитого латыша Михаила Таля. Я не знаю, в городе остался ли кто-то, ну, может быть, только больные люди, которые лежали в больницах или дома. По-моему, была вся Рига. Оказалось такое количество народу, что мы не могли пройти к машине. Ну, во-первых, его сразу схватили на руки. Его понесли, его подбрасывали в воздух. Я, Мишина мама и Роберт боялись, чтобы мы не сломали вообще ребра, кости. Но когда мы сели все в машину, и вдруг я чувствую, машина начинает качаться. Я думаю, о, Господи, сейчас еще что-то случится с машиной, и все, и мы пропали. Оказывается, эти люди, которые там встречали, они подняли машину на руки, и машину эту начали качать. За блистательную победу латвийское правительство подарило Талю машину, дачу на Рижском взморье. Говорит, и я лежала и в уме считала, это поле, это сюда, конь туда, этой буквой Г, это было что-то невероятное. Бог с тобой. Из всех моих фигур ты самая ценная и универсальная. Когда мой ферзь таким изящным красавцем доминирует по всей доске, и все остальные фигуры восхищаются и пугливо на него посматривают, я говорю сам себе, это не ферзь. Говорит? Именно в том месте, где собирались всегда шахматисты, играли на лавочках там, и он в том числе тоже. Честь короны шахматы на карте, и он от поражения не уйдет. Мы сыграли с Талем 10 партий. Преферанс в очко и на бильярде. Таль сказал, такой не подведет.